Меня часто просят рассказать о плюсах и минусах Италии. Ведь читая разные чаты, форумы и в Фейсбуке, нередко видишь отзывы об Италии от «очень хорошо», «волшебно», «белиссимо» до «Италия – это рабство». «Я дальнобойщиком в Канаде получаю больше, чем директор банка в Италии». Это очень сильно может вас напугать, особенно когда человек хочет принять решение переехать в Италию. Есть ли в этих словах правда или нет, я как раз и хочу разобраться в этом видео. Всем привет, это Антон Гросс, а вы на нашем канале об эмиграции и жизни в Италии. Не забывайте поставить лайк в поддержку канала и подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео об Италии. А я за это вам сейчас расскажу о своих плюсах и минусах жизни в Италии с высоты своего опыта. Кто не знаком со мной или впервые у нас на канале, я живу за границей с 1997 года, а тут мы рассказываем об особенностях жизни и иммиграции в Италию. Итак, насчет дальнобойщика. Да, зарплаты в Италии ниже, чем в Канаде, но и уровень жизни значительно выше и при этом дешевле. Так что одно другое компенсирует. И тут я хочу начать сразу с неожиданного, возможно, для вас первого плюса – это работа. Правда, что в Италии высокий довольно уровень безработицы. По ЕС в данный момент он стабильный на 7,9%. Однако в Италии есть разница юга и севера, которую нужно знать и понимать. В некоторых регионах севера безработица на уровне 4%. Это ниже, чем в Германии или Франции. Но я хотел сказать не об этом, а что всегда в Италии можно найти какую-то работу. Да, пускай зарплаты не самые высокие, но работа в Италии есть всегда и для всех. В некотором смысле Италия – это страна возможностей. Конечно, один из самых главных плюсов Италии, о котором нельзя не сказать, это ее красота. Беллеца. Не зря Италию называют Бель Паэзе. Достаточно назвать пару небольших городков, и все становится сразу всем абсолютно ясно. Это Флоренция, Венеция или Рим. В любом городке Италии есть что-то. Памятники архитектуры, дворцы, замки, не говоря о видах, леса, поля, горы, озера и море. В Италии есть все. Одним словом, досуг в Италии 10 из 10. Не забывайте о том, кто вас окружает в стране, куда вы хотите переехать. Итальянцы очень отзывчивый, добрый и веселый народ. Конечно, есть исключения, особенно в некоторых регионах и городах, но в целом вам будет очень комфортно с ними. Поэтому третий плюс у меня – это итальянцы. Итальянский стиль жизни для кого-то может оказаться плюсом, а для кого-то наоборот минусом. Так как для меня это однозначный явный плюс, я внес этот пункт в плюсы Италии. Что такое итальянский стиль жизни? Это работать для жизни, а не жить для работы. Я бы не отнес сюда вечный итальянский домани, то есть завтра, переносить вещи на завтра. А как бы манера не напрягаться больше необходимого. Закрывать конторы на обед, работать по расписанию, посвящать жизнь себе и своим близким, быть одержимым каким-то хобби. Очевидный плюс Апеннинского полуострова – это климат. Любой житель севера Европы его оценит по достоинству. Не зря в Италии живет очень много голландцев, немцев и даже швейцарцев. Естественно, на севере прохладнее, особенно зимой, а на юге кому-то может показаться слишком жарко. Но переехав в Италию, вы сразу почувствуете, как вам тут легче дышится. А если у вас были заболевания дыхательных путей, вы сразу пойдете на поправку. Не зря российские цари и другая элита проводили зимы на лазурном побережье Франции и Италии. Впрочем, они делают это и сейчас. Возвращаясь к канадским дальнобойщикам. Италия относительно недорогая страна. Конечно, опять же, если брать отдельные города типа Милана или Флоренции, то жизнь там будет достаточно дорогая. Но в целом на зарплату 1200-1500 евро в Италии можно прожить весьма неплохо. Поэтому на шестое место я поставил цены Италии. В Италии не так дорого, как в соседних Германии, Франции или, не дай бог, Швейцарии. Нельзя пройти мимо итальянской системы образования, которая является одной из лучших в Европе и доступна всем. Поступить в государственный университет может любой, и обучение стоит символических денег. Наоборот, стоимость его может полностью отсутствовать для людей без дохода. Таким образом, иностранные студенты из России, Казахстана, Украины, Беларуси, поступив платно в государственный вуз и получив для учебы вид на жительство, при продлении сразу запрашивают налоговую поблажку и платят минимум, а некоторые еще умудряются не платить ничего и получать даже стипендию за наши с вами налоги. О качестве образования говорит нам то, что итальянские вузы все время попадают в топ рейтингов университетов, а выпускники находят работу по специальности в первый год после окончания обучения.
Университеты Италии при этом хорошие от севера до юга Италии. Поэтому 7-й однозначный плюс – это образование, доступное для всех, даже для иностранцев. Еще одна вещь, о которой нельзя не сказать – это итальянская медицина. Стоп, скажете вы, в комментариях же пишут, что она ужасная, очередь ждать нужно месяцами, врачи ничего не знают и так далее. Долгие сроки ожидания – это однозначный минус, но насчет врачей, которые ничего не знают, это чисто фантазии советских людей, которые ставят себе сами диагнозы по собственным знаниям и по интернету, а разные болезни лечат по рецептам Малышевой и Геннадия Малахова. Согласитесь, отсидеть в скорой помощи 5 часов и получить первую помощь лучше, чем не получить ее вовсе. А ведь, как и в случае с образованием, помощь окажут как иностранцу, так и местную, на том же абсолютно уровне. Опять же, тут нужно понимать, что разным заболеваниям или срочным случаям присваивают разную степень сложности. Отсюда и разные сроки ожидания. Если у вас, извините за выражение, понос, вы рискуете провести с ним много времени в зале ожидания скорой, а если вы попали в аварию или собираетесь рожать, то вас примут моментально. Я бы мог привести и другие менее очевидные плюсы, но раз видео у нас о плюсах и минусах, то все же давайте перейдем наконец к минусам. Кризис. Итальянцы такой народ, который любят жаловаться. От жалоб на то, что плохо переварили ужин, до жалоб на вечный кризис в Италии. Хотя Италия всегда переживает нормально кризисы. Когда кризис начинается, его можно ощутить как на ценах на топливо, так и на продуктах. Но тут можно задать себе вопрос, а какая страна переживает кризис хорошо? Второй минус, который, может быть, нужно было ставить на первое место, это итальянская бюрократия. Сейчас постепенно, очень медленно ситуация все лучше и лучше. Но такое ощущение, что 2 офиса итальянской администрации в одном здании не знают, чем занимается каждый из них. Если вам нужно получить одну справку и вы не знаете, с чего начать, то вы можете потерять день и ничего не сделать, потому что из одного офиса вас будут посылать в другой. Но что вам нужно знать как иностранцам, это о сроках для всех ваших документов. От получения разрешения, чтобы сюда приехать, продление вида на жительство до получения итальянского гражданства, которые некоторые ждут по 5 лет. Вот в иммиграционном офисе ощущение, что они просто проводят сидячую забастовку. Ну и в этом вы обязательно убедитесь сами, когда приедете в Италию. Сейчас итальянцы на себе тоже ощутили проблемы иностранцев, когда не могут продлить заграничный паспорт до такой степени, что некоторым приходится отменять поездки в отпуск. И туристический сектор, в свою очередь, тоже жалуется, потому что сезон еще не начался, а ущерб уже ощутим. И все из-за итальянской, знаменитой на весь мир, бюрократии. На 3-е место я поставил высокие налоги с одним «но». В Европе они везде высокие в развитых странах. А я напомню, что Италия – это 2-я экономика ЕС. Проблема, я бы не сказал, что в высоких налогах, а как эти налоги потом используются. Хотелось бы видеть больше улучшений в медицине, дорогах, работе администрации, то же снижение бюрократии, в конце концов. В любом случае, когда вам говорят, что в Италии высокие налоги, относитесь к информации осторожно. ИП на упрощенке в Италии платит 5% подоходный налог. Много это или мало, напишите в комментариях. Лично для меня минус Италии – это платные автострады, которые постоянно ремонтируют. Как бы их ремонтируют, чтобы они были хорошие, а платные дороги действительно в Италии хорошие. Но то, когда ты думаешь, сколько тебе стоит проезд, то хочется, чтобы эти вечные работы на некоторых участках тебе не мешали. Я как-то раз вез друга из Кунео в Милан на самолет, выехали с запасом 2 часа примерно в 4 утра. И вот подъезжаем мы к платной дороге в Асти, а направление на Милан закрыто. Стоит машина, дорога перекрыта шлагбаумом, в машине спит работник. Пришлось сделать огромный крюк, и мы еле успели. И этот крюк еще был за мой счет, конечно же, по платной дороге. 5-й минус, на который многие жалуются, это дорогая относительно России и Украины коммуналка. Тут ничего не поделаешь. Газ Италия не добывает, стоит коммуналка столько, сколько стоит. Опять же, я уехал слишком давно, чтобы что-то сравнивать. Так что лучше напишите вы в комментариях ваш опыт, насколько в Италии дорогая коммуналка. На 6-е место минусов я бы поставил сферу услуг. А особенно, опять же, по слухам, услуги в сфере бьюти. Все эти маникюры, парикмахеры, косметологи. Я еще не видел ни одну довольную нашу клиентку, которая бы сказала, что тут эта сфера лучше. Кто, кстати, не знаком с нами, раз вы до этого места досмотрели, я вначале коротко представился. Это канал нашей компании Trading Consulting SaaS,
Мы занимаемся релокацией из России, Украины и других стран в Италию. Подписывайтесь, кстати, чтобы не пропускать новые видео, не забывайте. Нужно подчеркнуть, что косметологи в Италии все имеют серьезный диплом, получить который непросто. Я так понимаю, в Украине или в России проблем с его получением вообще не стоит, хотя там тоже нужно учиться. Поэтому конкуренция там и выше, а следовательно и сервис лучше. Опять же, может быть, дело в отношении итальянок к своей красоте обстоит иначе, чем у славянок. Я надеюсь, ничего не забыл и никого не обидел. Пишите, что думаете насчет этого списка плюсов и минусов Италии. И не забывайте написать свой опыт в комментариях.